Кажется, деревенская жизнь уже ничем не может удивить тех, кто давно живет в селе. Каждый из нас прекрасно знает свои привычные маршруты, работа на огороде, поездки в магазин по одному и тому же маршруту и бесконечные разговоры с соседями. Но все же природа умеет подкинуть неожиданные сюрпризы. И именно так произошло с Марией. Женщиной, проживающей в живописной деревне, к которой приключилась история, после которой даже самые суровые мужики начали оглядываться по сторонам, особенно по вечерам. В тот обычный вечер, когда закат окрашивал небо в мягкие лавандовые оттенки, Мария вышла на крыльцо, чтобы вдохнуть свежий воздух, наполненный ароматом цветов и вечерней росы. Она остановилась на мгновение, прислушиваясь к убаюкивающему шуму деревни. Соседские дети играли на улице. Веселый смех смешивался с красотой заходящего солнца. Соседка Анна сновала по огороду с ведром, собирая последние цветы для букета. Казалось, ничего не предвещает беды. И вдруг, возле крыльца, на солнечном месте, она заметила незнакомца, крупного полосатого кота с важной осанкой и настороженным взглядом. «Кто это?» — мелькнула мысль в ее голове. Сначала она решила, что, возможно, это чей-то домашний питомец, который забрел к ней на запах еды. Такое происходит в сельской местности. В деревнях коты часто гуляют самостоятельно и могут наведываться к чужому дому в поисках угощения, особенно когда приближается вечер. Однако этот странный кот не вел себя, как обычные кошки. Вместо того, чтобы тереться о ноги или мурлыкать, он просто смотрел на нее с настороженностью. Даже когда Мария попыталась предложить ему еду, он лишь заглядывал за похлебкой, терпеливо ждал колбасы, но стоит хозяйке показаться на пороге, отскакивал в сторону, внимательно следил, словно пытался взвесить, можно ли ей доверять. На вид кот был внушительным. Крупный, полосатый, с мощной поступью и пронзительным взглядом. Его шерсть была плотной. Ярко выраженные полосы перекрывали светлые участки. Когда Мария оставляла на ночь что-то мясное, с утра от угощения не оставалось ни следа, и это лишь подчеркивало его необычность. Но в руки он не давался. Стоило только слышать скрип двери, как он исчезал, словно канул в воду. Его изящные движения напоминали волшебство. Кот, казалось, растворялся в воздухе. А затем он прятался за углом, внимательно наблюдая за ней из тени. Мария сначала решила, что зверь просто с характером, не особо воспитан. Иногда пыталась звать его по-разному. На «кис-кис» кот откликался, подходил ближе, но чуть только она протягивала руку, как он отскакивал в сторону, а его хвост раздраженно махал, как будто ненавидел любое вмешательство. Соседи, заметив странное поведение нового гостя, начали обсуждать, что же это могло значить. По ночам они наблюдали, как он крадется по двору, осторожно замирает, прислушивается к малейшему звуку. Один из мужиков заметил: «Гляди-ка, лапа как человеческое запястье, а хвост как у белки, только полосатый и с черной кисточкой на конце. И движется, будто не по земле идет, а скользит по воздуху». Когда весть о загадочном госте разнеслась по округе, дело дошло до егеря. Тот привез с собой справочник, фотографии и устроил целую лекцию во дворе у Марии. Сбежались почти все соседи, полные ожидания узнать, что за существо завелось рядом с их домами. На столе рядом с кастрюлькой с похлебкой, которую Мария готовила, егерь разложил снимки обычных полосатых домашних котов, сибиряков, но кот Марии явно выбивался из общего ряда. На его фотографии выглядели как будто бы обычные домашние животные, но на самом деле были всего лишь отражением чего-то совершенно иного. Егерь, осмотрев все внимательно, подтвердил опасения жителей. Шерсть у него плотная, двойная. Такую только у лесных увидишь, чтобы в снегу ночевать, пояснил егерь, указывая на фото. Лапы широкие, мускулы заметны, морда круглая, нос широкий и хвост густой, с четкой темной кисточкой на конце.
Это не ваш кот. Это гость из леса». «Так он необычный?» — ахнула Мария. «Он же из Красной книги выходит». Специалист кивнул, и на мгновение во дворе воцарилась тишина. Необычность их нового соседа подействовала на всех не как быстрая новость, а как глубинное осознание. После долгих обсуждений, решений и наставлений жители пришли к единому мнению: не трогать, не ловить, не пытаться приручать. Молодежь даже повесила табличку у калитки: «Дикий кот не пугать». В их деревне к редким зверям относились с уважением, и это решение возникло из всей их культуры и понимания природы. «Пытаться приручить дикого значит навредить», — строго сказал егерь. «Даже если привязался к деревне, уйдет. Он не для дома, его душа в лесу». И действительно, как выяснилось, лесные коты могут обитать у деревни и при этом не быть опасными для людей. Главное не нарушать их границы, а уважать их образ жизни. Основные угрозы для таких животных – вырубка лесов и контакт с домашними кошками, потому как смешивание видов ведет к утрате чистокровности. Есть важное правило, как объяснил егерь: если вдруг повстречаете такого, не берите на руки, не пытайтесь приучить. Это не питомец, это зверь. Может шипеть, укусить, и домашних кошек держите от него подальше. И сказав все это, он отметил, что если вдруг найдете котенка, не стоит тащить в дом. В лесу ему будет лучше, чем в неволе. Кровь дикого животного не переделать. После лекции соседи разошлись по домам, задумываясь о важности знаний о дикой природе. Однако история с котом продолжила активизировать интерес, и разговоры о нем волнительно шептались по всему селу. Каждый раз, когда мужчины собирались в магазинах, на перекрестках или на лавочках у домов, их беседы начинались с замечаний о диком коте. Вечером, позднее, когда начало смеркаться, Мария выбралась на крыльцо, обняв ступени своего дома. В вечернем воздухе кружились яркие запахи свежести и зелени. Она прислонилась к перилам, глядя вдаль на лес, который с каждым годом становился словно более таинственным. Вдруг в ее сердце появилось странное волнение. Она не могла избавиться от мысли, что этот загадочный кот как будто бы привлек ее не только своим внешним видом, но и какой-то удивительной энергетикой, и это чувство не отпускало ее. Прошло несколько дней, и Мария заметила, что кот все чаще наведывался к ней в сторону двора. Он все так же оставался недоступным, хотя иногда под вечер она могла уловить его взгляд, внимательно наблюдающего за ней из тени деревьев. На его большом теле отражались лунные блики, и когда он останавливался и смотрел, казалось, что время останавливается, а все заботы мира спадают в небытие. Это пленяло ее, будто он был не просто диким котом, а таинственным хранителем леса. Иногда она оставляла небольшие угощения для него у крыльца, как мысленно договорилась. Однажды, когда она поставила на подоконник еще теплый кусок курицы, кот оказался ближе, чем когда-либо. Она почувствовала, как между ними возникло что-то вроде тонкой связи. Странное чувство, которое, казалось, было где-то глубоко в ней, мешало ей осудить его за то, что он оставался диким. Наоборот, это наполняло ее спокойствием, возможно, озарением. Прошло несколько недель, и Мария уже замучила супругу рассказами о загадочном коте. Казалось, она забывала о заботах быта и регулярно завидовала и коту его свободе и независимости. Соседи начали подшучивать над ее увлечением и даже смеялись, когда у них возникали разговоры о котах у них во дворе. «Вот она настоящая лесная служба», — часто шутил один из мужиков. Однажды, когда наступил теплый летний вечер, Мария собиралась на прогулку по деревне. Где-то послышался лай собак, а вдалеке перезвонили колокольчики, вывешенные на рядах заборов. Словно в ответ на это кот, который затаился за большим кустом, попал в ее поле зрения. И вместо того, чтобы скрыться в тени,
Он неожиданно выскочил на свет и стал неподвижно смотреть на нее. Это мгновение наполнило простор плоти вокруг ее сердца. Она увидела его удивительное мужество и грацию, игриво пробежавшего по траве. Не веря своим глазам, она тотчас решила следовать за ним, ведь помимо дворов, где все было привычным, кот отправился в лес, стремительно прячась и вскоре исчезая из вида. «Подождите!» — крикнула она в воздух, возвращаясь на свет, готовая пережить битву с неизвестностью. Между ее духом и котом как будто возникла невидимая связь. Со всем желанием, жаждой к приключениям и скорее материальной свободой она выбросила все, что ее держало, и побежала за ним. Деревья с громким шорохом скрипели, когда она пересекала границу своего привычного мира во что-то совершенно новое. На мгновение ей показалось, что предпочла бы остаться на крыльце, вдали от всего этого неведомого, но внутренний инстинкт подсказывал, что она должна следовать за котом, чтобы пройти через свои собственные страхи. Приближаясь к лесу, она почувствовала его ароматы и структуру. Переплетение веток, холодное дыхание земли и обрамление росы около ее ног. Она прервала цепочку своих мыслей и решительно продолжала двигаться к тому месту, где последний раз видела кота. Вскоре ее пути пересеклись. Она увидела, как он движется среди деревьев, будто непринужденно и с обеими конечностями, как прошедший страну изо дня в день. И вот в тот самый момент, когда ее сердце заколотилось, она поняла, что это уже не просто кот, это нечто большее, способное изменить ее восприятие мироздания. Она решила оставить кота в покое, ибо понимала, что дальнейшие попытки приблизиться к нему могли лишь навредить. Медленно она вернулась обратно, но уже с другим ощущением глубокой связи с природой. Чувствуя, что вокруг нее вращается не просто жизнь, а целая симфония существ, далеких от цивилизации. Теперь, когда она заходила ночью на крыльцо, ее взгляд всегда искал того самого диковинного кота. Над этой связью, возникшей по ту сторону понимания себя и природы, она вспомнила слова егеря о том, что дикие животные лучше держать вдали от людей, и эта мудрость казалась ей в тот момент особенно важной. Благодаря встречам с этим загадочным котом, ее жизнь в деревне преобразилась. Она начала понимать глубокую сущность окружающего мироздания и его таинственные законы. Когда соседи снова начали обсуждать странного кота, Мария лишь улыбнулась, больше не желая делиться своим опытом, за исключением тех случаев, когда все собрались вместе для обсуждения. Она решила, что иногда лучше сохранить тайну, чтобы позволить диким духам продолжать свою жизнь, не нарушая их покой. Постепенно эта поэтическая жизнь в деревне стала напоминать ей о том, что по дороге к внутреннему краю, даже когда ее жизнь наполнялась привычными заботами, появились драгоценные моменты, которые всегда будут с ней. Так дикий кот стал символом тех невидимых связей, которые ведут свой исток из самой природы, как мгновение тишины в мире, уставшим от постоянного бега. А у вас бывали такие необычные встречи с дикими гостями у дома или дачи? Расскажите, как вы поняли, что перед вами не просто кот? Подобные моменты возвращают нас к сути нашей зависимости от мира, и, может быть, эти мелкие детали навсегда останутся в нашей памяти, как современные легенды о диких существах, что наблюдают за нами, когда мы этого не ожидаем.